Привет! Сегодня мы приехали к Дмитрию. Он является капитаном корабля, и мы узнаем, как он организовывает свои регаты, кто его конкуренты и как сделать так, чтобы у него был стабильный поток клиентов. Потому что на каждую регату он собирает людей, а на 2020 год мы должны сделать ему базу, которую он будет обрабатывать с помощью квиза и соцсетей. Мы эту базу как раз и будем набирать. Поехали! Поехали! Дима, привет! Мы очень рады, что ты наконец-то к нам пришел. Сегодня у нас будет очень интересный брифинг, потому что мы сегодня с капитаном, а как известно, капитан — это сердце корабля, и мы сегодня разговариваем про яхты. Давай начнем с того, что ты расскажешь нам свою историю. Спасибо за приглашение. И моя история началась еще в детстве, когда меня обучал дедушка. Мне было 6 или 7 лет, когда я катался на спортивной лодке «Дракон». И тогда я еще этого не понимал, но это была большая редкость, потому что таких лодок в России не очень много. И тогда, наверное, появилась любовь к яхтингу, которая именно связывала еще с моими родственниками. И на какой-то период я забыл про всю эту историю красивую, потому что у меня были другие хобби, это театр и музыка. Но в 18 лет я совершенно случайным образом вернулся к любимому делу. Поступил в университет и пошел в школу, в академию, где обучался в течение полугода, сдавал на международную лицензию в Греции и в Турции. И в какой-то момент совершенно случайно написал своей однокласснице, что классно то, что вы делаете, потому что на тот момент они уже организовывали путешествия, и сами были капитаном, там целая компания была. И мы начали вместе организовывать эти путешествия. Прошло 2 или 3 мероприятия совместных, и я понял, что у меня немного другие взгляды на сам проект, и я решил отделиться и делать это самостоятельно. А люди, которые к тебе приходят, потому что яхтинг — это же романтика, это в своем роде экстрим, нужна смелость, нужен огонек в глазах. Вот расскажи про ребят, которые к тебе приходят и ходят с тобой на яхтах. Кто это? Как они тебя находят? Кто они по полу, возрасту, психотипу? Кто эти люди? В основном это ребята 25-35 лет и с активной жизненной позицией. И путешествуют порядка 2-3 раз в год, работают в творческой сфере. Это и архитекторы, и дизайнеры, и IT-специалисты. За последние 2 года мы наблюдаем, что достаточно много ребят именно из IT-сферы. Это и разработчики, и программисты. И еще вопрос, который я очень хотела бы задать. Давай немножко поговорим про возражения и страхи. Вот чего боятся люди, которые хотят пойти с тобой? Страхов очень много. Жить всю неделю с другими людьми — это достаточно большой психологический порог для человека, чтобы жить в такой компании. И бывают люди, которые сами по себе замкнуты и сложно идут на контакт. Мы с этим работаем, мы людям объясняем, и поэтому организуем встречи, чтобы люди себя чувствовали комфортно. Отлично. Тогда давай еще немножко поговорим про следующие шаги. Первое, что мы сделаем, мы разработаем большой квиз, который будет направлен на то, чтобы сегментировать людей и каждому человеку показать тот путь и то путешествие, в которое он мог бы пойти. А для того, чтобы их сконвертировать уже непосредственно, чтобы они стали клиентом, мы будем вести таргетинг и будем вести социальные сети. Таким образом, получая людей со всех сторон и закрепляя их с точки зрения сайта, шаги такие. Да, в итоге пора действовать.
Спасибо большое. Спасибо. Было приятно Мне пообщаться. тоже. Теперь Спасибо. у нас есть Да. общение с капитаном. Да. Я думаю, то, что мы можем говорить, то, что мы связаны с яхтами. И пора запускать таргет. Да. Понеслась. Да, поехали.